Ближе к 40 у многих мужчин притупляется инстинкт самосохранения, и ипотека – это далеко не самое страшное, что они могут сделать. Привет, меня зовут Александр Шорт, и сегодня я расскажу про ипотеку в Грузии. Она наконец-то заработала для иностранцев. Я думаю, что видео это будет полезно не только тем людям, кто рассматривает для себя покупку, но еще и тем, кто сейчас платит рассрочки за какие-то квартиры, которые взяты, рассрочку от застройщика. При помощи ипотеки можно будет уменьшить размер платежа и растянуть само тело платежа на более длительный срок. Буду показывать я на своем примере. Мы сейчас находимся в комплексе Dreamland Oasis. Здесь мне одобрили ипотеку на квартиру. Пойдемте покажу. То есть они каждый раз выдаются индивидуально, но это в пределах 8-10% годовых. Я еще не вступил в право собственности, но мне уже выдали браслет. У владельцев квартиры в Dreamland есть вот такие браслеты, по которым их идентифицируют, они разноцветные все. Сейчас я нахожусь на этапе уже одобренной ипотеки, а ипотека одобряется, очень важно, под конкретный объект. То есть вы сначала должны найти квартиру, которая вам нужна, потом получить свидетельство, взять у продавца свидетельство на право собственности, прислать ее в банк. Банк туда-сюда, куда угодно присылает оценщика. Оценщик делает оценку, и вот от той суммы уже, которая у вас либо по сделке, либо оценке, либо 70, либо 60% дает банк. Я коротко расскажу про характеристики объекта, почему это важно, потому что большинство людей совершенно не осознают, что они покупают. То есть, если вы не понимаете, что вы покупаете, еще и будете делать это в ипотеку, то это прям очень плохая идея, скажем так. Итак, это комплекс Dreamland Oasis, находится он на первой береговой линии, и я это понимаю. Это не квартира для того, чтобы жить, то есть это квартира для отдыха, она небольшая, площадь у нее 34,5 квадратных метра. Вид на море прямой, 16 этаж, это все понятно. Комплекс завершен, сдан, то есть вот этот корпус, он уже закончен. Строящиеся два корпуса здесь закончены, сданы, поэтому здесь квадратный метр, естественно, дороже. Квартира полностью оборудована, то есть мебелирована, с ремонтом. Я посмотрел качество ремонта, то есть меня все устраивает. Я понимаю, что это, наверное, лучшее из того, что можно ждать от застройщика. В принципе, это сильно отличается от ремонтов, которые у меня в квартире, но, естественно, я понимаю, что то, что делает застройщик, оно как бы не штучная, скажем так, продукция. Вот. Цена этой квартиры $80 тысяч. Более того, банк оценил эту квартиру, Bank of Georgia 84, TBC 86, она гораздо дешевле рынка, то есть другие квартиры, эта же площадь здесь начинаются, по-моему, от 85-86, то есть я процентов на 7-8 дешевле от рынка беру. И первоначальный взнос 30%, то есть, соответственно, оставшаяся сумма у меня в ипотеку идет на 10 лет, на, платеж $740. Из того, что мне не нравится, это то, что на 5 лет мне зафиксировали ставку 8,8%, хотя обещали 8,1%, а на остальной срок мне ее через 5 лет должны пересчитать. Но я понимаю, что мы эту ипотеку закроем в период 5 лет, поэтому это меня устраивает. Но меня не устраивает то, что когда тебе одобряют ипотеку на 10 лет, тебе не на все 10 лет, а говорят, какой будет платеж и какая ставка. Я еще немножко буду нудным на тему того, почему именно этот объект я выбрал, и нужно понимать это каждому, кто что-то покупает, потому что люди покупают совершенно в воздух. Так вот, это законченный, сданный комплекс на первой береговой линии моря. Здесь 10 гектаров площади. Здесь вся эта инфраструктура уже работает. Не когда-то потом начнет работать. Она прямо сейчас работает. Сдаются такие студии $100 примерно в среднем в сезон. При стоимости квартиры $80 тысяч. Это достаточно неплохая ставка. Обслуживание здесь стоит $1.22 за квадратный метр. То есть где-то примерно $40 нужно платить за обслуживание комплекса и всего, что вот здесь есть. За бассейны, за все остальное. Я понимаю, что у этого комплекса в том числе
числе есть и минусы. И опять же, это тоже нужно понимать, если ты покупаешь недвижимость, потому что, ну, я очень плотно здесь общаюсь, в том числе и с собственниками, всем, конечно же, нужен сервис на уровень выше, но на сегодняшний день вот 80 тысяч долларов, первая береговая линия, хороший комплекс, лучше, я думаю, что в Батуми, скорее всего, сейчас нет. То, что обещается построиться сейчас там по 3700 долларов где-то в Гонио, я снимал недавно про Ротану, ну окей, оно когда будет, и оно будет стоить 3700, а это стоит меньше 2,5. И продажная цена здесь, кстати, как я уже сказал, немножко дороже даже, чем я сейчас покупаю. Теперь, что касается всех расходов по ипотеке, нужно полностью понимать, очень четко ориентироваться в цифрах. Итак, общая цена сделки 80 тысяч долларов, первоначальный взнос 24 тысячи долларов или 30%. Как я уже сказал, все остальные банки, кроме TBC, дают 40%, вернее, требуют 40% первоначального взноса. Срок ипотеки 120 месяцев с известной процентной ставкой только на 5 лет в размере 8,8%. Дополнительные расходы к процентной ставке – это плата за выдачу кредита, 150 долларов они просят, и VIP-статус 500 лари в год стоит. Нужно в TBC обслуживаться обязательно в статусе VIP, потому что в ином случае просто они как бы не готовы открывать кредит. То есть дополнительные расходы – это VIP-статус TBC. Процентная ставка в среднем от 8 до 10% годовых. Ну, вот у меня 8,8. А вообще смысл в том, что в Кредо, допустим, там даже не требуется подтверждение дохода, то есть у них есть выдача ипотечного кредита без подтверждения дохода. А во всех остальных банках подтверждение дохода просят. Как оно происходит? То есть либо у вас есть какое-то, допустим, как у меня есть ИП в Грузии, да, то есть я просто обороты по этому ИП показываю, либо нужно просто выписки из своих банков из другой страны показывать, что вот доход какой-то есть. Ну, то есть подтверждается доход достаточно примитивно и просто, там ничего особо сложного нету. После того, как он подтвержден, соответственно, они смотрят, на какую сумму вы можете рассчитывать в месяц на платеж. Это несложно. Я оговорюсь для тех, кто этого не знает. Я не продаю недвижимость, и если кому-то хочется купить квартиру именно в Оазисе, то для подписчиков канала здесь существует скидка при обращении напрямую в отдел продаж без посредников. Номер Лены, директора по продажам, я укажу под этим видео. Скидка 2000 долларов. Это, в принципе, достаточно хорошее и интересное предложение, я думаю, для тех, кому это нужно. По списку документов его нет. И это меня, как человека системного, достаточно сильно раздражает. По той причине, что, как бы, ну, я не знаю, я привык, если ты берешь кредит, да, то есть у тебя есть пакет документов, ты берешь эти документы, приносишь их, они их рассматривают и так далее. Здесь все немножко по-другому. Его реально нет. То есть вы обращаете, я обратился в банк, банки мне сказали, да, потенциально мы вам можем выдать, без подтверждения дохода можно было это сделать в Кредо, но там была ставка на 1,5% дороже. Поэтому, ну и плюс в TBC, как я сказал, уже первоначальный взнос был ниже 30% всего. Так вот, я обратился, как бы, а дальше началось подтверждение доходов. То есть, если оно в Кредо было как бы не нужно, то в TBC оно было нужно. И оно довольно странным способом: дайте то, дайте это. То есть, я сначала прислал выписку со своего счета ИП грузинского, потом я прислал договоры, потом договоров показалось мало, пришлите акты, я прислал акты. Потом платежки отдельно, еще к выписке счета. Короче, в результате, как бы, сразу сказать, чего нужно, менеджер не может. Там где-то сидит служба безопасности, с которой тебя как бы не сводят, и они рассматривают вот из серии: а мне бы надо бы вот это. Все это заняло примерно 7 рабочих дней. Через 7 рабочих дней они мне уже сказали: все, как бы мы вам одобрили ипотеку, вот такая процентная ставка, вот такой платеж, вот такой срок и так далее. Ну, ладно. Оно, с одной стороны, было немножечко стрессово по той причине, что было непонятно, чем это дело закончится, то есть, как бы, ну, какие еще документы они потребуют. А с другой стороны, это все настолько просто, что по факту я предоставил, ну, только выписки и накладные, и плюс еще свой паспорт. Все, больше ничего. Мне кажется, довольно просто. Поскольку ипотека уже одобрена, сейчас, вот прямо в данный момент, технические процедуры, которые от меня требуются, это уже прийти в банк, причем прийти с толмачом, потому что договор будет заключаться на грузинском и на английском языке. Нужно будет его еще и желательно перевести, конечно, на русский, хотя я, в принципе, свободно владею английским языком. И этот толмач, он же переводчик, должен будет расписаться в договоре о том, что соответствует английская версия грузинской. Ну и дополнительно, я думаю, что стоит все-таки его перевести, наверное, на русский язык, чтобы он был триязычным, как минимум понятным мне. И я очень рекомендую любой договор, который подписывается где угодно,
он должен быть обязательно переведен на родной язык для человека, на первый язык. То есть я там худо-бедно владею 6, но первый язык у меня русский. Поэтому я как бы говорю на нем, и все документы стараюсь читать в исходнике именно на нем. Говорил, теперь все соберу воедино, прям механизм пошагово. Значит, первое, что я сделал, это выбрал объект, который собираюсь купить. Вот почему выбрал, уже объяснил. Прислал, значит, написал менеджеру банка, прислал свидетельство и свой паспорт. Говорю, хочу ипотеку. Причем я так понимаю, что вот это, на этом этапе можно было это все сделать, даже если я бы не находился в Грузии, потому что это все просто по WhatsApp там пересылается на почту и так далее. То есть скан паспорта и, соответственно, скан свидетельства. После этого банк отправляет на этот объект своего оценщика. Оценка бесплатна. От банка, то есть оценщик приезжает, делает оценку. Обычно это происходит в течение одного дня. Ну, там, Bank of Georgia прислал его в тот же день, а TBC там что-то через день он доехал. Во-первых, значит, Bank of Georgia 84 оценили эту квартиру, 86 оценил его TBC, причем TBC еще и скрывал, как бы, ну, по оперативной информации удалось установить, во сколько была оценена квартира. Банки оценивают, естественно, гораздо ниже ее отпродажной стоимости. Дальше, после того, как оценщик все это дело оценил, началась вот эта игра с пришлите те документы, пришлите эти документы. Тут уже, я так понимаю, просто им нужно какое-то время, чтобы тот, кто сидит и принимает решение о выдаче ипотеки, он убедился, что у вас есть возможность эту гасить. Почему так легко, почему так реально мало документов? Потому что в 2022 году, грубо говоря, 22-23, банки саккумулировали огромное количество денег, и сейчас они их просто вкладывают, выдают вам же, просто под свои проценты, вот и все. Магия очень простая. Значит, 7 рабочих дней это заняло плюс 2 выходных, то есть пока я что-то там досылал, они спрашивали, доспрашивали. Если доход за рубежом, могут просить данные зарубежных счетов и также какие-то договоры к этим данным. То есть тут там все индивидуально, но подтверждать свой доход достаточно просто. Никакой там справки не нужно, не 2 НДФЛ, по-моему, такая справка есть, если я правильно помню, в России. Короче, все очень просто. Ну и плюс без подтверждения дохода в кредо экспатам дают просто под более высокий процент. Дальше звонит менеджер радостный, вам одобрила, приходите в банк, там открываете счет, получаете VIP-статус. Я так понимаю, что, скорее всего, и в Bank of Georgia просят открыть именно VIP-обслуживание счета. Все, сейчас нужно просто пойти в банк, подписать этот самый кредитный договор, как я сказал, уже с переводчиком. Дальше мне выдают на руки гарантийное письмо от банка о том, что они финансируют мою покупку. Я прихожу сюда в отдел продаж, подписываю договор купли-продажи и с этим договором купли-продажи уже регистрирую сделку. На сделке будет висеть обременение в юстиции, оно будет висеть в пользу банка до момента, пока ипотека не закроется. То есть фактически в любой ипотеке квартира является собственностью банка до момента, пока долг полностью не будет погашен. Нюансы. Кредитуют они только сданные дома, где уже, завершенный сданный дом. Но если, допустим, банк участвует в строительстве, то есть, допустим, Bank of Georgia участвует в стройке какого-то дома, то они на этапе строительства могут тоже выдать ипотечный кредит. Но, как правило, самый удобный вариант, с помощью ипотеки можно купить вторичку. То есть, грубо говоря, 40% первоначального взноса есть, платеж какой-то подъемный, вы понимаете, что он есть. Это очень сильно, как я считаю, должно подвинуть рынок именно, потому что ипотека – это такой хороший инструмент для дальнейшего развития рынка. Выводы. Этот вариант стоит 80 тысяч, кому-то нужен там более эконом-класс, допустим, студийку попроще 1050, ну и тогда и платеж, соответственно, будет там не $750 в месяц, а где-то долларов, допустим, 400. Рынок сейчас перестал галопировать, собственно, почему я спокойно смотрю на покупки, потому что неадекват так называемый 22-23 года ушел, цены более-менее выровнялись, я примерно понимаю, сколько это все стоит. Соответственно, почему бы не сейчас это взять? Потому что когда начнется опять галопирование, взлетят, скорее всего, процентные ставки по ипотекам, потому что на них будет гораздо больше спрос, ну и, соответственно, сами цены на квартиры тоже здорово взлетят. По поводу наивных мыслей, да, как бы они есть в голове у каждого, я сразу хочу сказать, что я их не испытываю и не рекомендую, в принципе, никому испытывать. Первая наивная мысль: я куплю себе квартирку на море, в курортном комплексе, и буду из нее, из того, что она будет, на что она будет сдаваться, буду потихонечку там гасить ипотеку и рассрочку или все, что остальное. Нет, я очень четко разделяю финансовые потоки. То, что у меня есть платеж по ипотеке, это платеж по ипотеке. То, что у меня приход, который будет получаться с ее аренды, это отдельная история, я его буду в доходы записывать. Самое главное, что я понимаю, что мой платеж по ипотеке не должен быть связан никоим образом с тем доходом, который она генерирует, потому что доход пока что эфемерный. Да, я знаю, что она сдается по $100 в сутки, да, я знаю, что здесь хорошая загрузка, то есть я общаюсь здесь с собственниками,
Но смысл в том, что нужно разделять эти вещи и не пытаться одно гасить другим. То есть не нужно делить шкуру неубитого медведя. Кроме того, я очень хорошо понимаю, что если сдавать это дело через УАЗис, то они берут 50%, и особо за заполняемостью, я думаю, что управляющая компания здесь особо не смотрит. Есть люди, которые занимаются этим альтернативно, они берут 30%, ну а мы же ее отдадим в управление нашей маме, потому что она приедет сюда, и мы придумали ей такое дело, что у нее есть как раз-таки опыт управления недвижимостью, она просто будет заниматься сдачей подобных квартир и апартаментов, вот будет у нее такое занятие, и одновременно мы ей по-родственному впарим, в том числе и сдачу этой квартиры. Она как минимум будет не убитая, и, соответственно, она будет сдаваться, деньги будут внутри семьи, скажем так. Ну и, конечно, перспективы и опасения. Вот, как правило, когда вам продают недвижимость на море, они, отдел продаж, либо риэлторы, рассказывают вам сразу же про перспективы, да, и так нежно рассказывают про опасения. Перспективы УАЗиса какие? То есть тут достраивается, вернее, строится, не достраивается, строится СПА-комплекс, который сделает его функционирующим круглогодично, и тут же они собираются открывать казино. Этого сейчас нет, но если и когда это введется, тут, естественно, сдача будет уже не только в курортные месяцы, но еще и там в холодное время года это будет тоже заполняться. Это по факту объемы сдачи увеличат примерно в 1,5 раза, я думаю, что минимум. Ну, наверное, скорее всего, даже в 2. То есть, если сейчас мы говорим про 3 месяца загрузки хорошей, то это будет уже там 6-9 месяцев. Это то, чего нету. Это то, вот о чем мы рассуждаем из серии «хорошо было бы», и оно, скорее всего, будет, но в финансовом плане этого быть не должно. Ну и кроме всего прочего, конечно же, должны быть и опасения. Опасения тоже должны быть, потому что головой-то нужно думать. Здесь достраиваются сейчас еще 2 корпуса, то есть на территории выгрузится еще достаточно большое количество гостей. То есть те корпуса, которые здесь есть, и там 9, по-моему, маленьких, 2 больших, к ним достроится еще 2 корпуса. То есть людей теоретически здесь сезон будет еще больше. Тут и так бывает в пике тесновато, ну а будет еще больше, и, соответственно, это, возможно, приведет к тому, что здесь будет не так комфортно находиться. Но, опять же, я здесь не собираюсь как бы в сезон тусоваться, она в сезон будет сдаваться, а сдаваться оно будет основно тем людям, которые готовы сюда ехать семьями и отдыхать. Поэтому эти опасения, они, скорее всего, лягут на плечи того, кто у меня эту квартиру будет сдавать. А сдавать ее будет мама, поэтому это, по идее, меня тоже никак коснуться не должно. Вот. Ну и опасения, смогу ли я, не смогу платить ипотеку, я думаю, что смогу. Посмотрим. Вот такое получилось видео про ипотеку в Грузии. Надеюсь, что стало максимально понятно, как ее получить, какие по ней есть ставки, то есть на какой максимальный срок это возможно сделать и почему это удобно и выгодно. То есть я считаю, что это и удобно, и выгодно. Надеюсь, видео было полезно многим людям. Большое спасибо за внимание. Встретимся на море.